Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 10 января, вторник. И сейчас, когда я записываю это видео, Мордор, его хозяин Путин, терпит крупнейшее геополитическое стратегическое поражение. Поражение, которое может стоить жизни и Мордору, и его хозяину. Я имею в виду ситуацию с Китаем. Мастер, хозяин, сюзерен бросил своего вассала, который теперь без своего покровителя, это даже не шакал и не гиена, это жалкая подзаборная шавка, которая не имеет никаких шансов. Ну, давайте поподробнее, что произошло. Дело ведь не в том, не только и не столько в том, что Пекин бросает Москву, бросает Кремль практически на произвол судьбы, хотя делает это весьма дипломатично и по мере возможности тонко. Дело в том, что сам Китай потерпел крупнейший геополитический провал. И теперь вынужден делать крутой поворот назад. Это то, что китайцы делают очень редко. Люди, они осторожные, как вы знаете, они мыслят стратегическими категориями, смотрят на тысячи лет вперед. А тут, получается, в течение всего 1 года вот такая произошла ситуация. Крупнейший стратегический провал Китая всего вот за такой срок для Китая 11 месяцев, 24 февраля прошлого года, это всего ничто. И так опростоволоситься, я не знаю, я не крупный, конечно, историк Китая, не китаевед, не специалист в области, значит, китайской истории, но за последнее время после Второй мировой войны такого, пожалуй, не было в истории Китая. Итак, что произошло? А потом посмотрим, как это скажется на ситуации прежде всего в Украине и, естественно, в Мордоре, да и вообще во всем мире, потому что то, что сейчас происходит, фактически меняет расстановку фишек или шахматных фигур на всей доске по всему земному шару. Итак, если вы помните, многие из вас наверняка помнят, в последние дни уходящего 22 года Путин и Си Цзиньпин провели телеконференцию, в ходе которой Путин с помпой пригласил Си Цзиньпина на личную встречу. Прибыть весной 23 года с государственным, то есть самый высокий уровень визита в Москву для личной встречи. И он выразил, как он сказал, он выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин прибудет на эту встречу, и они вместе, значит, обсудят наболевшие вопросы. Ну, а до этого он разглагольствовал о возросшем военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, давая понять таким образом, что вот именно это и будет главное содержание этого государственного визита Си Цзиньпина. В ответ, если вы помните, если нет, на всякий случай напомню, Си Цзиньпин ни слова не сказал о военно-стратегическом сотрудничестве, зато много говорил о экономическом сотрудничестве, о росте взаимной торговли, там мосты сейчас, мост какой-то там построили. В общем, товарищ Си вместе со всей страной оббирали Путина как липку, который попал под санкции, то же самое делает Индия. То есть это все нормально, но стоит ли оно личной встречи и государственного визита? И вот проходит всего несколько дней, и буквально в начале этого года на пресс-конференции в Пекине представители МИД Китая спрашивают, а как там со сроками этой встречи? Когда же товарищ Си поедет, чтобы обнять с государственным визитом своего дорогого друга, стратегического союзника, товарища Пу?
И в ответ слышится невнятное бормотание, что, в общем, мы планируем типа вместо этого развивать, укреплять наши отношения. Но эта формулировка свидетельствует о том, что мы будем развивать эти отношения на рабочем уровне, то есть на уровне там, переписки между министерствами и ведомствами двух стран, но не на сколь-либо высоком уровне. Все это сопровождалось определенными переменами, изменениями в бюрократическом плане бюрократических передвижений. Я вам рассказывал уже, что Ван И, министр иностранных дел Китая, который находился на этой должности 9 лет, несменяемый был человек, сторонник жесткого курса в отношении Соединенных Штатов и НАТО, вообще Западной Европы, который давал отпор жесткий американцам по поводу и без повода, был быстренько убран с должности министра иностранных дел, а на его место был назначен посол Китая в Соединенных Штатах Цзиньган. Ну, Китай – это страна, которая общается с внешним миром через лозунги, через символы, через сигналы. Но это было ясно, определенный сигнал, потому что с присутствующим издевательством или насмешкой накануне, значит, своего назначения Цзиньган, еще будучи послом, то есть это произошло буквально дней за 10 до его назначения на должность министра иностранных дел, он опубликовал свое видение внешней политики Китая на страницах выходящего в Соединенных Штатах издание National Interest, о котором я много рассказывал, которое фактически является боевым листком активных мероприятий Российской Федерации, Кремля и российских спецслужб. Я исключаю вариант, что китайский посол мог не знать, что такое на самом деле The National Interest. И когда я рассказывал об этом совсем недавно в своем видео, я ломал голову, не мог понять этот сигнал. Теперь он совершенно ясен. То есть это такое изощренное издевательство, когда в Соединенных Штатах на страницах российского издания, то есть канала активных мероприятий, будущий китайский министр иностранных дел рассказывает, то есть это был месседж не только для американской аудитории, но и для российской. Он рассказывает о том, что мир един, и в нем две великие державы, Соединенные Штаты и Китай, всегда могут найти место для взаимовыгодного сотрудничества. То есть две великие державы. Третьей Путина там и близко нет. Все изменилось в этом мире. Прошла холодная война, когда было две великие державы, США и Советский Союз. И это Соединенные Штаты и Китай. И вот они должны определить будущее, значит, будущее человечества. То есть это сильнейший, с моей точки зрения, был такой изуитский ход будущего министра иностранных дел. До этого происходили тоже очень важные кадровые изменения в Китае, которые, в общем-то, не были заметны широкой публике. Так, в июне прошлого года был снят с своей должности и понижен вице-премьер, вернее, простите, не вице-премьер, а замминистра иностранных дел Китая, который отвечал за Россию. Это был главный аналитик по Российской Федерации. Зовут его Ли Юйчен. И передвинут он был не на логичную должность, не наверх, а понижение. Он теперь руководит там организацией, которая в Советском Союзе называлась Гостелерадио. То есть в Советском Союзе тоже так передвигались с политических должностей в Гостелерадио. Это считалось крупным поражением. И теперь вот китайцы говорят, что это было свидетельство о том, что Китай недоволен той войной, которую Россия проводит в Украине.
И об этом сегодня, значит, вышла статья в британской Financial Times. Главная сенсация, которую большинство уловили, именно эту сенсацию, состоит в том, что, по словам многочисленных китайских представителей, которые буквально рванули к средствам массовой информации и к дипломатам западных стран с этим месседжем, Путин обманул весь мир своими намеками. И товарища Си он обманул. Он никогда не предупреждал товарища Си о том, что он собирается нападать на Украину. А речь идет прежде всего о том памятном визите в феврале прошлого года, накануне вторжения в Украину, когда Путин приехал в Пекин в связи с Олимпийскими играми формально, где он имел встречу с Си Цзиньпином. И тогда, после нее, и в связи с агрессией против Украины, западные аналитики однозначно утверждали, что Путин туда приехал для того, чтобы заручиться поддержкой. И я уверен, так это и было. Сейчас китайцы говорят, что нет, это не так. Он говорил, что он только тогда начнет войну или применит силу в отношении Украины, если, внимание, сепаратисты в Восточной Украине проявят какие-то, совершат агрессивные действия в отношении российской территории, тогда в цели самообороны, в общем, какой-то сумбур совершенно в словах и мыслях. Но вот китайцы утверждают, что так вот, да, обманул он. Это не так, это неправда, как говорят аналитики. Во-первых, встреча была, в принципе, секретной. После нее не было никакого официального, то, что американцы называют readout, то есть изложение содержания переговоров, которые имели место. После этого обе стороны, в том числе китайская, заговорили о том, что взаимные отношения достигли невероятных высот, и нет запретных тем и запретных сфер для этого сотрудничества. Вот эта формулировка запретных тем и запретных сфер, она объясняет все, потому что раньше она никогда не употреблялась. И вообще, что такое за запретные темы, запретные сферы? То есть это понятно, что это нечто такое необычное, чего раньше не было, а что последовало буквально через пару недель после этой встречи, последовала агрессия Путина против Украины. И после этого, значит, то есть фактически в ходе этой встречи и после нее Си Цзиньпин, Китай дали Путину, России карт-бланш в использовании темы дружбы с Китаем в качестве оружия во внешней политике. То есть одной из главнейших тем российской пропаганды, которая является важнейшим оружием Путина, стала тема о том, что Россия с Китаем навеки. Китай – надежный союзник. Он поддерживает Россию в ее борьбе там с нацификацией, денацификацией, вот этой всей мутаты, да. И за спиной Москвы стоит мощный союзник, который никогда ее не оставит. Это всегда учитывалось в западных столицах, да, и уверен, в Украине это все принималось как данность, как данность. Проходит некоторое время, и вот где-то, но этого замминистра иностранных дел убрали в июне месяце, а где-то осенью, то есть после жесткого поражения России на северо-востоке Украины, в Донбассе, в результате которого были освобождены от захватчиков значительная часть временно оккупированных территорий. В столицах Западной Европы, значит, дипломаты китайские начали вступать в широкие контакты со своими визави, партнерами, со средством массовой информации, и начали говорить, что им не нравится, что Путин делает в Украине. Но это началось именно после того, как Путин, вооруженные силы, получили по голове, причем крупно получили, о том, что провалился Блицкриг, естественно, стало известно и раньше. И вот интересно, то, что сняли замминистра иностранных дел,
ответственного по России. Это свидетельство для меня о том, что китайцы поняли провал путинской военной авантюры в Украине, пожалуй, раньше, чем это сделали высокие должностные лица во многих натовских странах и прежде всего в Западной Европе. Так вот, значит, после поражения России, российских войск на северо-востоке Украины, пошли эти разговоры о том, что Китай не поддерживает эту авантюру, и они еще усилились после того, как был освобожден Херсон, после того, как его без боя сдали орки. Почему это все происходило? То есть речь не просто о том, что Путин там где-то проиграл, потерял какие-то территории. То есть Путин и его авантюра, она перевернула все геостратегические планы Пекина. Пекин вместе с Путиным или поставил на Путина все. Пекин ввязался в крупнейшую геополитическую игру по переделу мира фактически. Ведь идея состояла в том, что Путин быстренько, как он обещал, завоевывает Украину, вернее, решает там те вопросы, которые ему надо, устанавливает контроль над Украиной, инкорпорирует Беларусь и создает мощный военный кулак на восточном фланге НАТО. НАТО дрогнуло, через коррупцию оттуда вытаскиваются Франция и Германия, отношения с Соединенными Штатами Западной Европы резко ослабляются, Китай через свои торгово-экономические связи, а Европа номер один партнер для Китая, как-то так вытесняет оттуда американские интересы. В это же время через ШОС, используя Путина там на подхвате, Китай расширяет сферу своего влияния, отрезает от нынешнего существующего мира какой-то его кусок, где будет господствовать Китай, на побегушках будет Путин, ну и там ряд стран, которые образцом этого нового мира должен быть стать ШОС. И там будет валюта юань, там будет банковская система Китая, ну и та экономическая система, которая, значит, будет способствовать гегемонии Пекина. И оказалось, что все это ерунда, все это провалилось. Для успеха всего этого нужна была быстрый блицкриг и победа Путина. Этого всего не состоялось. В сухом остатке получилось. Пекин сейчас гораздо слабее, чем он был в феврале, до 24 февраля. Запад, Соединенные Штаты, НАТО едины как никогда после окончания холодной войны. Экономика Китая, которая тогда была более-менее так на уровне, сейчас она идет вниз. Западная экономика, несмотря ни на что, в принципе, чувствует себя нормально. Разговоры о том, что юань вытеснит доллар и станет мировой валютой, так оказались мечтами. Юань в обозримом будущем никогда не станет такой валютой, потому что это неконвертируемая валюта, ее курс определяется Центральным банком Китая, и никто не будет ее использовать в качестве мировой резервной валюты. Ни сейчас, ни завтра, ни в обозримом будущем. Кроме того, оказалось, что экономика Китая, несмотря на то, что она вот-вот выйдет в первый там, и так далее, по объемам, она, оказалось, не может конкурировать с западной экономикой Соединенными Штатами Америки, потому что сейчас все решается не тот, кто сколько зонтиков китайских и носков и тапочек произведет, и даже не айфонов, а лидер тот и будущее за тем, у кого новейшие технологии. А новейшие технологии у Соединенных Штатов Америки. Китай потратил десятилетия для того, чтобы влезть вот в эту сеть, где он мог заимствовать, проще говоря, воровать вот эти новейшие технологии. Они поустраивали всевозможные совместные лаборатории с американцами в Китае и здесь. Они влезли и в Европе, и в Соединенные Штаты Америки, в различные попечительские советы, в различные фонды, которые делают капиталовложения в американские стартапы, которые работают в области суперкомпьютера, искусственного интеллекта, ну, в общем, на передовых научно-технического прогресса.
И вот теперь все это разлетелось в тартарары. Одним росчерком пера несколько месяцев назад Джо Байден отрезал Китай от новейших микрочипов. Ну, Китай может использовать и покупать, туда можно продавать микрочипы, которым 10 лет и старше. И, может быть, для России это и не проблема, но для страны, которая борется за лидерство, то есть за номер один в мире, работать на микрочипах, которые изготовлены 10 лет назад, это не то, что не камильфо, это недопустимо. Но микрочипы – это только одно из проявлений. Вопрос вообще стоит о том, что Китай оказался выброшенным американским эмбаргом на обочину научно-технического прогресса. Но и с экономикой все очень неважно. Короче говоря, Китай вот к началу этого года пришел к выводу, что он сделал с Путиным фальстарт. Он слишком рано объявил вот эту войну или эту глобальную операцию по отколу части мира, в которой он будет гегемоном. Силенок, оказалось, не хватило. Слишком рано. Что хочет Китай сейчас? Китай хочет перемирия. И вот с этим китайские дипломаты, с этим назначили нового министра иностранных дел Цингана. И китайские дипломаты сейчас осаждают своих западноевропейских коллег американских с вот этими месседжами. Я знаю, как они это делают. То есть они делают это настырно. Я помню, когда китайцы в 1986 году приняли решение о том, что хватит валять дурака и заниматься борьбой с Советским Союзом за то, кто более верный коммунист, и надо делать деньги. То есть неважно, какая кошка, главное, чтобы она мышей ловила. Да? И вот когда это было принято решение, так меня сотрудник китайской резидентуры, он меня чуть ли не каждый день выдергивал на встречи для того, чтобы доносить эту великую мысль, с тем, чтобы я донес эту великую мысль до Москвы. Мысль действительно была великая, но настолько невероятная. Кстати, она была правильная, он мне говорил все правильно, но она настолько невероятно звучала для Москвы, что в китайском подразделении нашей аналитической службы говорили, что это дезинформация. То есть... И не я его вербую, не он мне несет информацию, а он мне спихивает информацию. Потом все оказалось, что все было так, как и мне говорил этот китайский разведчик. Так вот, значит, китайцам нужно перемирие. Они фактически сдаются. Простите нас, мы немножко просчитались с вот этим, это все он. Он виноват во всем, он всех обманул. Он обманул всех, что, значит, мы ему дали добро. Но что интересно, Путин же, его пропаганда использовали в хвост и гриву вот этот тезис, что Китай за нас, он нас поддерживает. И я вам, по-моему, рассказывал, значит, в группе американских средств массовой информации попали украденная хакером переписка между Кремлем и средствами массовой информации России, в которой, значит, давался темник или указание, каким образом нужно освещать те или иные события. Так вот, тезис о том, что Китай – это наш союзник номер один и навсегда, это была одна из самых главных, самых важнейших пропагандистских тем. То есть Китай этого всего не замечал, как на российских телеканалах раскручивалась тема нерушимого братства и военно-технического сотрудничества. И, наконец, это прорвало. Вот оно случилось, это буквально такое впечатление, как я их просчитываю, когда это было принято решение. Где-то вот во второй половине декабря. Когда примерно Цинган, тогда еще посол в Вашингтоне, опубликовал свое обращение на страницах рупора российских активных мероприятий в Соединенных Штатах Америки. Я вам тогда еще говорил, что это будет вторым актом пинг-понговой дипломатии. Это вот то событие, которое в начале 70-х годов привело к коренному изменению в отношениях между США, Китаем, Советским Союзом. То есть
путем обмена визита делегаций спортивных этих самых игроков в пинг-понг или в настольный теннис китайских в Америку и наоборот, сейчас резко улучшились отношения между Вашингтоном и Пекином в ущерб, естественно, Москвы. Я вам говорил, что нечто подобное может случиться и сейчас. И так оно и случилось. Это эпохальное событие. То есть Китай просит заморозить ситуацию и вернуться обратно. Китайцы уже не хотят, нам не надо отпочкование или отдельный там мир, это называется декаплинг в американской терминологии. Мы хотим оставаться с вами в одном мире, глобализм, ну, в общем, как раньше. Что готовы дать китайцы за это? Они обещают, что не допустят, чтобы Путин применил ядерное оружие. То есть они будут на него давить. И это интересно, потому что, если вы заметили, это только сейчас стало известно публично. А как я понимаю, решение было и работа над этим тезисом началась до того, как это стало известно. То есть где-то, может быть, в ноябре, скорее всего, где-то к ноябрю месяцу. Китайцы уже конфиденциально обратились с этим предложением. И помните, вот в наших обсуждениях, в видео, мы с вами затрагивали тему, что вот как-то неожиданно в западных столицах было опасение поставлять наступательное оружие Украине, потому что боялись эскалации до применения тактического ядерного оружия. А потом это все раз, особенно это проявилось решением по Патриот. И как-то это все исчезло. И как-то наплевать уже на опасность применения ядерного оружия. А только уже пошли, вот последний пакет, уже и БМП пошли, тут уже о танках, тяжелых танках заговорили, и ракетах дальнего действия. Все, нет проблемы ядерного оружия. Видимо, китайские товарищи поработали с этим. Но я вам так скажу, что я, конечно, не могу давать указания и советы Министерством иностранных дел стран НАТО, но я очень надеюсь, что они не продешевят, потому что Путин, он не применит и не применил бы ядерное оружие без всяких китайских указаний и лоббирования. Он просто не может этого применить по определению. Почему, я вам рассказывал раньше. Во-первых, он трус, ему жить хочется больше, чем кому-либо другому, потому что у него нет идеи, за которую можно было бы умереть. Он не патриот, он не мессиан, это не мессия, у него нет мессианских идей. Это гопник из подворотни. А после того, как его бросил Си Цзиньпин, это просто подзаборная шавка. Вот и все. Которая вот лаяла, выделывалась, пока за ней шел большой барбос, который якобы за нее там всегда заступится, если кто-то ей даст пинок под зад. Вот и вся позиция, вся роль путинской России в этой игре. Так вот, главное не предешевить. Мало того, чтобы Китай в обмен на прощение, но я не знаю, насколько вообще, в принципе, прощение здесь возможно. Я думаю, что нужно держать ухо востро, это так и будет. То есть держать Китай на коротком поводке нужно. Слишком много времени и сил было потрачено в последнее время, чтобы вот взять его в эти ежовые рукавицы, и надо продолжать это делать. Но если Китай действительно хочет каких-то послаблений, он должен активно не помогать там, типа, потому что в бюрократии лучшая идея работать над проектом, который бесконечен, который нельзя проконтролировать. Ну, типа, вот в разведке было. Рядовой там, вернее, капитан Сидоров, вы чем занимаетесь? Я разрабатываю план проникновения в Белый дом. О, окей, ну давай, не будем тебе мешать. И он мог этим планом, разработкой этого плана заниматься 25 календарных лет, вплоть до пенсии. Результатов никто никогда не видел, но старший лейтенант или капитан Иванов занимался этим всю сознательную жизнь. Так и тут. Чем занимается Китай? Уговаривает Путина не применить ядерного оружия. Ну а где на практике что? Ну не применил же ядерное оружие. То есть это так, вот бюрократическая уловка для идиотов, начальников идиотов.
Китай должен активно помогать закончить эту агрессию. Каким образом? Он должен присоединиться с санкциями. Хорошо, не надо его заставлять, чтобы там замораживали какие-то рашинские активы. В Пекине можно найти удобоваримый вариант. Но присоединиться к санкциями по нефти и нефтепродуктам, я думаю, это вполне реально. Вот такая ситуация сложилась на настоящий момент. Китайцы протянули пальмовую ветвь. Это не просто проигрыш Путина, не просто его бросили на произвол судьбы. Это еще и провал внешнеполитической авантюры Си Цзиньпина, который затеял ее, имея в виду, что его вассал Путин добьется успеха. И то, почему это не произошло, это случилось в связи с и благодаря Украине, украинскому народу и вооруженным силам Украины. Они сорвали не просто путинскую агрессию, не просто блицкриг. Они сорвали крупнейшую операцию номер 2 в мировой державе под названием Китай вместе со своим вассалом под названием Россия, почти 1/6 часть суши, по изменению, коренному изменению всего мира, когда на первый план должно было выйти зло. Как дальше будут развиваться события? Но я не думаю, что это произойдет так моментально. Вот раз все изменилось. Китай, в отличие от Путина, все-таки имеет лицо. Хоть оно лицо и специфическое, с азиатскими чертами, но это лицо государства, у которого тысячелетняя история и своеобразная культура, бюрократическая культура прежде всего. Поэтому все это будет разыграно медленно, но верно. То есть вектор теперь ясен. В практическом плане можно вздохнуть спокойно. Китай не поставит России, самое главное, не поставит оружие. Китай не поставит России боеприпасы. Китай не должен поставить России товары, предметы двойного назначения. И прежде всего всевозможные чипы, микрочипы, которые могут использоваться в производстве ракет. Вот что, я думаю, практически должен сделать Китай. Сам факт того, что сейчас происходит, то есть фактически вот Путину был дан подзатыльник. Он выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин приедет с государственным визитом, а из Пекина ответили уклончиво. То есть он был послан туда, где в свое время украинские погранцы послали крейсер «Москва». Но был послан по-китайски, вежливо и достаточно дипломатично. То есть для него это ушат холодной войны, холодной воды. Ну и, наверное, холодной войны. Но это все должно сказаться на том, что он будет делать дальше. То есть в последнее время то, что мы с вами обсуждали, бросок Пекина, который одновременно, как все это было скоординировано, обратите внимание, практически все одновременно, перемена кардинальная отношения поставок западного оружия Украине, начиная с Патриот и дальше. В это же время бросок Пекином Москвы, в это же время значительное сокращение артобстрелов по численности в сутки, если раньше считали было там, то есть, примерно в 5 раз считают разные цифры, но пропорции где-то примерно одинаковые. И все это происходит одновременно. Да, тут же нарастает борьба внутри, подковерная борьба внутри ближайшего окружения Путина, нарастает борьба между
вооруженными силами, с одной стороны, их руководством, и частными так называемыми армией и разведслужбами с другой стороны, что в нормальном государстве это явное проявление, ну просто не то что гниение, это уже проявление распада. То есть все идет дело к закату. Тем не менее, 23-й год, текущий год, обещает быть достаточно насыщенным, непростым. Враг так просто не уйдет, его придется выгонять. И я думаю, что нынешняя ситуация дает простор для украинской дипломатии. Я думаю, что после тех вот сигналов, которые прозвучали из Пекина, пока не раздается в Вашингтоне, в Европе, я думаю, что украинская дипломатия должна сказать свое слово. Потому что все то, что замыслил Си Цзиньпин и Путин в прошлом году, то, что они затеяли с целью глобальной перекройки карты мира, все это должно было произойти за счет Украины, за счет вот этой агрессии, которая принесла громадное горе народу Украины. И Китай как-то должен загладить свою вину. Конкретно перед украинским народом. Ладно, не протягивать сейчас пальмовую ветвь в Европе, Соединенным Штатам Америки, но они должны что-то сделать конкретно для Украины. И для этого нужна тонкая, умная дипломатия. Я надеюсь, что в Украине есть китаеведы. Здесь именно нужны дипломаты высокого уровня, вот, которыми обладает, кстати, Китай. Они должны сказать свое слово, и это принесет большую пользу стране. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и вооруженным силам! Каждый день приближает нас к победе. А вам, дорогие друзья, я пожелаю выдержки, мужества и веры в то, что победа будет в наших руках. До новых скорых встреч!